Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете прямые эфиры и свежий взгляд на все происходящее и такое буйство необыкновенное последних дней будем, так сказать, обрамлять сегодня в прямом эфире с Яковом Кедби. Он на связи с нами. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Друзья, это прямой эфир, все как всегда. QR-код возле меня, возможность прямо на экран вывести тот вопрос, мнение, никого не дожидаясь, которое вы хотите, чтобы было, в общем-то, в обсуждении. Если хотите, ну, еще и поддержать канал параллельно. Если хотите камерную атмосферу клуба зрителей Шелес, это в телеграм-канал «Закрытое сообщество», QR-код с другой стороны. Если вопрос вы хотите оставить заблаговременно и вдумчиво, пожалуйста, сообщество YouTube абсолютно открыто. Переходите, оставляйте под анонсом нашей встречи. Уже собираются вопросы аудитории, а также чат трансляции. Но, внимание, это в самом финале, поэтому онлайн будем говорить с вами вот в самом конце. Досмотрите видео до конца обязательно. И, конечно же, голосование сегодняшнего эфира я предлагаю вот таким, и, собственно, с него и начнем. Кому принесло больше пользы перемирие между Россией и Украиной? И вот тут варианты. России, Украине, Штатам, Европе. Вот выделяем этих 4 актора и давайте вот порассуждаем о событиях, которые, в общем-то, окутали День Победы с неимоверным, скажем так, накалом страстей и перемирие, которое номинально продолжается и может даже быть продлено, но, правда, о продлении мы пока не слышим никакого, скажем так, четкого вердикта, заканчивается в 0 часов завтрашнего дня. Яков Иосифович, как бы вы оценили перемирие, ну и весь комплекс такого, ну, знаете, вот слово «победобесие» меня, если честно, в этом контексте, ну, я в шоке, если честно. Какой мы накал до парада видели, и во что это все превратилось после с мероприятиями и потом выходом Путина, вообще с наметками переговоров с Европейским Союзом. Что думаете? Во-первых, очень много было искусственно раздыто, в основном средствами информации и политиками, чтобы как-то продемонстрировать свое участие в этом. Ну, журналисты больше действовали как всегда они действуют, по принципу сенсации, и каждые полчаса была новая сенсация с новыми ужасами. Политики, как всегда, использовали эту истерику общественную, которая была. Если посмотреть серьезно, то в России серьезно рассматривали вероятность того, что может киевский режим провести ту или иную диверсионную акцию по аналогии с тем, что было раньше. И тогда Россия, не будучи уверена в том, что ее предупреждения будут достаточно эффективны, учитывая и личность Зеленского, и ситуацию на Украине. И тогда Путин сделал ход конем. После своих заявлений он обратился к Трампу и сказал: слушай, давай посодействуй этому перемирию. Почему Путин это сделал? Ну, кроме заботы о проведении парада беспрепятственно, он это объяснил в своем интервью, когда он сказал, что он больше всего опасался, то есть смысл того, что он сказал, что если будет проведен какой-то теракт, Россия должна будет ответить по центрам принятия решений. А он рассматривает это неконструктивно, не в интересах России, потому что, он сказал, в Киеве очень много иностранных посольств. Удар по Киеву привел бы к жертвам в этих посольствах. А мы в этом не заинтересованы. И тут он как раз и сказал то, что расценивалось как бомбу. Потому что нам с этими странами по окончанию войны надо будет устанавливать нормальные отношения. То есть все это дело, если отрешиться от бутафории,
как всегда в последнее время, решил Трамп. Трамп вмешался, и своим вмешательством он гарантировал, что все пройдет спокойно. Так оно и было. Кто от этого выиграл? Во-первых, и никто не проиграл, но выиграли все. Ну, 2 дня перемирия, несмотря на все нарушения, которые были, и которые всегда происходят при перемирии, все выиграли. Россия выиграла, она провела парад. Зеленский выиграл, потому что он опять был в центре внимания. Люди выиграли, потому что не было жертв. Трамп записал небольшие очки в свой актив, вот, и здесь я сработал. Будет ли продолжение этого, я не знаю. Потому что, опять-таки, я могу ориентироваться на то, что сказал Путин, чтобы попытаться определить направление их политики. А он сказал 2 вещи, которые имеют отношение к будущему. А конфликт заканчивается. То есть профессиональная оценка президента России в данном случае, что конфликт идет к завершению. Он не объяснил, почему и как он приходит к этому, но, вероятно, у него есть основания, почему выступить именно на пресс-конференции с этим заявлением. Какие, я не знаю, можно догадываться, но не играет никакой роли. И второе, это то, что он сказал по поводу, я уже говорил об этом, удара по центру решения. Сегодня одно из основных направлений российской политики, а как устанавливают отношения с Западной Европой после совершения конфликта. В отношении будущих переговоров он озвучил вещь, которая вообще-то нормальная, и так они и ведутся. То есть он сказал, первые лица не ведут переговоры, первые лица подписывают, что оговорено заранее. Вот ежели это будет, тогда мы встретимся. Где? Да где угодно. Можно в Москве, можно в третьем месте. Он не назвал Киев, но я думаю, что Киев – это последний вариант, на который согласится Путин, чтобы оговаривать соглашение, а вряд ли Зеленский согласится на Москву. Ну, есть третьи варианты. Весь мир этим полон в последнее время. Но если просуммировать, а куда идет развитие событий, к чему, то президент России рассчитывает, что окончание близко, и он уже занят послевоенным переустройством отношений России с Западом. Вот Яков все, что Иосифович, могу сказать по поводу всего этого фестиваля, начиная от истерики и кончая пресс-конференцией Путина. переговоры с Европой. Выходит Кая Каллас, называет Шрёдера Путин как переговорщика от Европы, вполне такая кандидатура, с кем бы можно было поговорить. С одной стороны, понятно, «Газпром», Шрёдер, отношения прошлого. С другой стороны, это вызвало неоднозначную реакцию в самой Европе. Кто-то говорит, давайте дискутировать, время пришло, чтобы, условно, представитель Евросоюза, в общем-то, договорился. Да? С другой стороны, ну не Шрёдер точно. Ну какой Шрёдер? О чем вы? Путин почему назвал Шрёдера? В чем подтекст? В чем заковыка? Потому что Шрёдер-то не политик сейчас, ну вот сейчас, да, это политик из прошлого, а никого из действующих называть Путин не может. Кая Каллас вообще против того, чтобы он навязывал переговорщика. Правда, вот самое свежее заявление, мы сейчас в прямом эфире, дорогие друзья, и вот приходит заявление Стуба, что таки да, он тоже говорит, что пора говорить с Россией. Так и чего не поговорили раньше? Почему сейчас происходит этот разговор? И в чем на самом-то деле сейчас дело? В фигуре или в том, о чем говорить?
Ну, в отношении Шрёдера, по крайней мере, Путин объяснил, почему он предпочитает Шрёдера. Он сказал, что мы предпочитаем такого представителя Западной Европы, который не э, ругается и грязнит Россию. Это его точка зрения, хорошо. То, что говорят в Европе, а Шрёдер, он слишком близок к России, лучше кого-то другого, это не совсем правильно с точки зрения переговоров. Вот я дам такой пример. Переговоры, которые ведутся с Ираном сейчас, стараются, чтобы участвовали в переговорах страны, у которых хорошие отношения и с противоположной стороной. В этом смысл участия третьего какого-то лица. От имени Ирана выступают министр иностранных дел, председатель парламента и все остальное. А посредником до последнего времени был Пакистан, а сейчас опять американцы делают ставку больше на Катар. То есть для посредничества. И Путин не определил, что Шрёдер должен быть представителем Европы. Но в качестве посредника вполне разумно, что будет человек, у которого нормальные отношения с Россией и с Европой. Я не слышал, чтобы у Шрёдера были напряженные отношения с Европой. Но это другой разговор. А кто будет официально представлять Европу? Не в качестве посредника, пусть Европейский Союз решает. Понятно, я не знаю, насколько Путин упрется, чтобы это не был человек, у которого рекорд оскорблений и унижений в отношении России, но это не обязательно. Потому что если он сказал, что он вполне допускает переговоры с Зеленским, но если будет о чем договариваться, значит, этот фактор, что человек недоброжелательно, мягко выражаясь, выражался по отношению к России, он, конечно, желательный, но он не будет препятствовать. Теперь, почему сейчас стало актуально переговоры? Опять-таки, тут можно догадываться. Точного ответа нет. Вероятно, потому же, почему Путин сказал, что конфликт идет к концу. Что он знает, на основании каких контактов и с ним, что он пришел к этому выводу, я не знаю. Но если конфликт идет к концу, понятно, что это не только и не столько переговоры с Соединенными Штатами, конечно, это основной момент, но это также какой-то элемент переговоров с Европой. Европа не играет сегодня никакой роли в этих переговорах. И основное будут переговоры с Соединенными Штатами, не с Европой. Но участие в решении конфликта или в оформлении конфликта Европа придется быть, потому что она формальная или неформальная часть конфликта. И поэтому конфликт должен быть оговорен в отношении всех стран. Как и где, я не знаю. Это примерно так же, как я могу, опять-таки, пользуясь примером из нашей действительности. Вот конфликт у Израиля с Хизбаллой в Ливане, но Иран – часть решения этого конфликта. И поэтому Иран ведет переговоры или обмен мнениями с Соединенными Штатами также и по отношению к Ливану. То есть примерно то же самое отношение имеет Европа, поскольку она фактически является участником конфликта на стороне Украины. Любая договоренность между Украиной и Россией под эгидой Соединенных Штатов, если она будет достигнута, она принимает во внимание также и то, что это будет распространяться и на Европу. А Европа тогда будет и участвовать в переговорах, но не на первых ролях. Почему
собственно, мы сейчас подошли к моменту, такому моменту истины, да? Ведь давайте честно, объективно ситуация там на фронте, ну, потихоньку там опять продвигаются там российские войска, хотя сегодня ряд изданий, причем там Нью-Йорк Таймс, например, или ну, вот написал, что никаких переговоров нет, и ничего не будет, и это все как бы белый шум. Экономист разразился материалом о том, что смотрите, как побеждает Украина, перелом в войне, перехват инициативы, Россия впервые потеряла там территории, до этого только приобретала. То есть мы видим западную прессу, кто-то, видимо, качнул, влил, общий нарратив о том, что вот Россия слаба, Россия проигрывает, и, соответственно, это просто подсластитель горькой пилюли завершения войны. И вообще, как вам кажется, это завершение войны будет ну, горьким? Насколько горьким? Придется ли уходить из Донбасса? Какие тогда авторшоки завершения войны ну, будут серьезно трясти Европу, Украину, Россию? Во-первых, средства информации уже во всем мире и на Западе давно перестали быть средствами информации. Они стали пропагандистами, пропагандистскими листовками, которые обслуживают те или иные политические интересы. Если за политическими стоят экономические, то все равно это политические. И поэтому относиться серьезно к тому, что пишут средства информации все в мире, как источнику информации, это несерьезно. Это пропаганда. О том, что Россия вот-вот разваливается, экономика ее разорвана в клочья, и вот-вот режим Путина падет, ну, так это постоянно сообщается в средствах информации на Западе с 2012 года. Ну, согласно с той истерией, которая была по поводу Болотной площади, а так периодически это повторяется. Относиться к этому серьезно, я еще раз говорю, это не источник информации. Это средство пропаганды. Более умные, более грубые, менее грубые, но каждый в меру своей испорченности. А что действительно может быть происходить? Во-первых, если один из решающих игроков переговоров, Соединенные Штаты, в разных голосах, не только Трамп, потому что Трампу можно сказать, ну, он наводит тень на плетень, чтобы запутать. Но когда это говорит не только Трамп, они говорят, а Украине надо отказаться от Донбасса. Донбасс для нее потерян. Может быть, теоретически можно вести переговоры, да, допустим, Россия еще, по ее мнению, не освободила 15 или 12% территории Донбасса, так об этом может быть разговор, хотя вряд ли Россия от этого откажется. В отношении других территорий я не знаю. Но территориальный отказ от определенных территорий, которые Украина считала своими, в том числе и формальное признание Крыма, это, вероятно, то условие, которое будет и обеспечит успех мирных переговоров. Но основная причина того, что сейчас говорят о том, что Европа может пойти, она основная, экономическая. В тот момент, когда американцы сказали, что мы перестаем вкладывать деньги в этот конфликт и финансировать Украину, это создало дефицит, но если верить американцам, которые говорили, те 100 миллиардов долларов, которые они вкладывали, их уже не будет. Неважно, там по мелочи, может быть, что-то, пару миллионов упадет так или иначе. 100 миллиардов долларов из баланса надо списать. И если посмотреть, что сегодня, на следующий финансовый год, в военном бюджете Пентагона не предназначено ни одного цента
для Украины это только подтверждает. Значит, для того, чтобы поддерживать конфликт на том уровне, на котором он был, военный, надо найти 100 миллиардов долларов. Потому что если не будет достаточно денег, то это проблема. С другой стороны, экономическое положение Европы только ухудшилось. Не только Украины, но и на Европе то же самое. Промышленность европейская, экономика основного двигателя европейской экономики, которая была Германия, просаживается. Проблемы в Великобритании. То есть не то, что американцы забрали свои деньги, и у Европы остается меньше денег, чем у нее было, а тут еще надо скомпенсировать потерю американских денег. То есть тут уже, я уже не раз говорил в своих выступлениях, войны решает экономика. Войны решают экономика. И это взгляд не только мой. Не то, что я его у кого-то усвоил, это то, что мой профессиональный и жизненный опыт. Но что наводит на то, что и этот расчет тоже принимался во внимание. А когда Путин говорил о победе во Второй мировой войне, он назвал одна основная причина – экономика Германии не выдержала. Она была не в состоянии вести эту войну. То есть сегодня, по аналогии, я могу предположить, что то же самое он и оценивает Европу, хотя он и не говорит об этом. Но он президент, я человек свободный. Экономические трудности с финансированием Украины приводят те страны, которые участвовали в этом, к выводу, надо заканчивать. Деньги заканчиваются. Ну, смотрите, деньги-то заканчиваются, но Писториус сегодня в Киеве подписывает с Федоровым дроны на 1500 километров, программа там совместная, производство оружия. Я тоже видел, и вы тоже, наверное, обратили внимание, когда Путин сказал, что все заканчивается, подскочили акции российских компаний и упали американских производителей оружия. Но видите как, все равно как бы движение продолжается в сторону военщины и накачки оружием. Получается, что Германия считает, что она может продолжать войну. Более того, совместно с Украиной кооперируется для новых разработок и перевооружения. Ну, во-первых, надо посмотреть, а на какую сумму-то Шрёдер, это самый, Писториус подписал контракт. Ну, Какую сумму? суммы не обозначены. Вполне вероятно, Ну, что это могут быть вот эти там если миллиарды. если два предприятия, ну, аж несколько миллионов долларов или евро. Это не деньги для войны. И потом одно-два предприятия на территории Украины, это они не решают военные действия. Ни Украина, ни украинский ВПК является основным поставщиком вооружений для украинской армии, чтобы она удерживала фронт. Писторис не может дать этого Украине, потому что 80 с лишним процентов вооружений, в которых нуждается украинская армия для продолжения конфликта, они сделаны в Соединенных Штатах. У Европы нет этих вооружений. Просто-напросто. Она должна их покупать у Соединенных Штатов. Она не может их производить. А в отношении Писториуса и Германии я хочу сказать, да, он заявляет и он подписывает документы с Украиной о той или иной помощи. Одновременно он хочет резко увеличить численность Бундесвера и резко усилить немецкую военную промышленность. А я спрашиваю, как та старая одесская еврейка из известного анекдота, а деньги у него есть? Где он деньги возьмет?
перестроить заново с того состояния ужасного, в котором находится военная промышленность Германии для Украины, нужны колоссальные капиталовложения. Сотни миллиардов евро. Для того, чтобы увеличить Бундесвер на 80 тысяч человек и плюс резервистов, нужны десятки миллиардов евро. А денег-то у них нет. Дополнительных доходов для Германии я не вижу. Расходов – да. А потом, а чем Писториус рискует? Сколько он еще пробудет на своем посту? Посмотрим, что происходит сейчас в Германии или что происходит сейчас в Великобритании. Те режимы, которые там есть, те партии, которые правят, они доживают последние дни или недели или месяцы. По внутренним причинам. Так что вся эта работа на публику, на украинскую публику, на немецкую публику, они не имеют никакого реального значения. Если бы строили на Украине завод по производству противоракетных и ракет и ПВО где-то на уровне Патриот, это могло иметь значение. Но об этом же речи нет. Потому что таких ракет и у Европы нет. И она их не производит. Если бы были серьезные производства, вряд ли они что-то. При условии, что, учитывая состояние украинской ПВО, время существования этих заводов, даже если они будут построены, очень и очень ограничено. Если только они не будут перенимать иранский опыт, строить это на глубине десятков и сотен метров под землей. Но это удорожает строительство, и вряд ли это возможно. И потом то, что завод построен под землей, это только часть проблемы. А как он будет получать комплектующие? А как он будет вывозить продукцию? Надо же появиться над землей. То есть серьезного улучшения украинского ВПК, кроме кооперации с Норвегией, с Финляндией, что там будут производить беспилотники, я не вижу. Но беспилотники, еще раз повторю, они не решают войну. Они имеют значение на линии соприкосновения, на линии, где идут военные действия. Плюс-минус 20 километров в ту или другую сторону. Военные действия они не решают. Решающего удара беспилотники сделать не могут. Тем более, что это лично мое мнение. Вся эта истерия с беспилотниками, это примерно похоже на то, что было с пулеметами перед Первой мировой войной. Ну, потом пройдет, да. А нашли выход этому. Да, под Верденом уложили много людей. Была это позиционная война, война в окопах. И чем она закончилась? Она закончилась маневренной войной. И в воздухе, и на земле. Против пулеметов нашли проблему. Против беспилотников тоже найдут проблему. Это слишком шаткая, слишком ограниченный вид вооружений. То, что Яков к этому Иосифович, армии в мире не были готовы, это не значит, что они сейчас не будут готовы. важный момент. Вот если мы видим, что опять мы не знаем подробностей, мы только можем предположить в военном смысле или в дипломатическом, что конкретно подразумевал Путин, когда говорил, что война заканчивается, у меня просто складывается другой вопрос. Представим, что война закончилась. Ну, как-то. Да? Может быть так, как и вот 9 мая объявили перемирие. Все
там пропиарились все, вот это ну, ужас, конечно, что отфестивалили, да, там Зеленский этот указ издал, разрешил парад, там ему ответили из Москвы, в общем, ну, все закончилось. Внутриполитическое и внутреннее положение вещей в отношении к этой войне, вот для кого окончание войны это больший ущерб? Ну, в общем, кому будет хуже, проще говоря? России, Украине, Европе. Ну и Штаты берем, потому что вопрос у нас такой там, да, может быть в Штатах как бы хуже будет, да, Штатам от того, что война в Украине закончится, может такие есть варианты. Кто пострадает больше? Я не знаю, кто пострадает больше. Но окончание войны может привести к серьезному кризису у всех участников. Сколько американцы устранились от этого, то они в наименьшей степени. Это вызовет серьезное напряжение в Европе в дополнение к тому напряжению, которое сегодня есть. А экономическое положение Европы-то ухудшилось. Ну, так это же парадокс. Подождите, вы говорите, война, экономическое положение ухудшилось. Нет войны, экономическое положение Нет, я не ухудшилось. сказал, что в результате войны это ухудшилось. А счет будут предъявлять избиратели власти. А зачем это было? Пока идет война, пока идет истерия, я все понимаю. После того, как военные действия закончились, все больше и больше населения спрашивает, а зачем это было? Что нам это дало? Ведь если в результате соглашения в той или иной степени Украина откажется от части территории, а это, вероятно, безусловное решение конфликта, тогда будет вопрос в Европе. А что, раньше нельзя было от этого доказаться? Зачем все это было? Еще больше вопросов будет на Украине, потому что положение на Украине хуже, чем у всех других стран. И демографическое, и экономическое, и социальное, и военное. Особенно в результате войны. Но то же самое будет и в России. Может быть, в другой степени. Но вопрос будет задан. Если Украина осталась, и если режим на Украине остался такой, какой был, так чего мы добились? И я хочу напомнить, что было после Первой мировой войны. Кризис был во всех странах. Во всех странах. Те, которые себя считали победителями, и те, которые не считали победителями. И в одних странах он закончился ужасно. Правда, не сразу. Сначала была Веймарская республика, но она быстро закончилась. В других странах тоже были проблемы. Социальные и другие. То есть то, что в результате Первой мировой войны рухнули все империи, это значит, все страны пережили кризис, и часть из них не смогла его выдержать. То же самое будет после этой войны. Она не заканчивается так, как закончилась Вторая мировая война. Вторая мировая война закончилась полным разгромом и неуничтожением одного из участников этой войны, если мы говорим о Европе, или двух участников, если мы говорим об Азии. Сейчас война не закончится полным разгромом ни одной стороны. Каждая сторона будет доказывать, что мы победили. Но одно дело пытаться доказать на словах, что ты победил, а другое дело, а как народ это воспринял, а как государственная система это восприняла, а как государственные слои всякого рода инструменты этого сняли. И потом страны были подогнаны под
условий военных действий, их экономика, их промышленность. А как они будут перестраиваться на мирную экономику? Это проблематично, это не так просто, это не идет само по себе. То есть все страны от перемирия, во всех странах, в одних больше, в другом меньше, будет кризис власти. Или более точно, кризис доверия к власти населения. Потому что, поддерживая каждую из сторон, население той страны представляло, что результат будет другой. А когда результат не удовлетворяет ни одну сторону, но это единственный возможный результат, это приводит к той или иной степени разочарования населения. И вопросы. А стоило ли это? А стоил ли этот результат погибших? И тогда эти вопросы будут заданы всем. В Европе, ну, чисто экономические, социальные вопросы. Но в воюющих странах это будет намного более серьезно. Но опять-таки, Путин как бы крепко держит власть. Зеленский, он, смотрите, тоже. Смотрите, как все как бы ТЦК работает, там очередной храм сегодня захватили. То есть мы видим, что идеологически все как бы происходит в той же, едет на тех же рельсах, в той же борозде, и, в общем-то, так и дальше. Вообще, конечно, это смешно было сегодня читать о том, что он встретился с Умеровым, тот был в США, они там обсуждали переговорный трек. Умеров, который на пленках Минтича, понимаете? То есть это просто нонсенс. А он там, получается, вот обсуждает вот эти все вещи. Понятно, что проворовались, все это понимают, но где больше угроз для власти, как вы оцениваете, в Украине или в России? Не, ну тут совершенно несравнимая вещь. Первое. Сегодня в России абсолютно устойчивая власть, более устойчивая, чем она была до войны. Со всех точек зрения. И с точки зрения авторитета первого лица, и с точки зрения государственных структур, и с точки зрения экономики, и с социальной точки зрения. Да, есть те или иные проблемы, но России вряд ли что-то угрожает. И я думаю, что и власть в России справится с теми проблемами, которые вызовет заключение соглашения с Украиной. А Украина не дееспособна. Украина экономически сегодня существовать сама больше недели не может. Она живет только за счет финансирования Европы. Это одна проблема. Вторая, что Зеленский уверен, что он продержится у власти. С окончанием войны его роль закончилась. Кому он нужен? Он тогда должен, по-моему, молиться Господу Богу. Я не знаю, какому Богу он молится. Чтобы его не ликвидировали. Потому что он по окончании войны никому не нужен. 7 лет его власти подходят к концу. Он не может больше оперировать, а вот ведет война, нет выборов. Ну кто сегодня на Украине, я даже не знаю, самый тупой, упившись в доску, поверит, что Зеленский может выиграть выборы. Основная проблема на Украине, в чем проблема мирного, когда мир заканчивается, начинается? Надо страну восстанавливать.
надо ее строить. А уровень коррупции на Украине во время войны, он превзошел в разы и по количеству, и по наглости то, что было раньше. И раньше-то Украина не считалась некоррумпированной страной, мягко выражаясь. А сегодня она держит рекорд и по наглости коррупционеров, и по их внедрению во власть. А деньги вкладывают в страну. Если государство какое-то вкладывает деньги в другую страну, это одно. Но в том-то и дело, что мы живем сейчас в капиталистическом мире. Кто вложит свои деньги в коррумпированную страну, в которой не существует устойчивой власти, в которой не существует закон, ни один человек своих денег не вложит. Но Кредитную вложит. войны, но для того, чтобы построить что-то на Украине, нужны деньги. А украинские олигархи, так же как российские, свои честно наворованные деньги, они их никогда не вкладывают. Они привыкли работать на чужих деньгах. А свои нет. Да кто будет восстанавливать? Да какие деньги будет восстанавливаться Украина? Кто будет вкладывать? Да, олигархи будут продолжать покупать, перекупать тех или иных депутатов Рады. Ну, у них всегда была цена. Повышалась, понижалась. Но, как сказал Бернард Шоу, это вопрос только цены. Ну, а бюджет Украины из чего будет складываться? Украина не такая развитая экономически страна, о которой себе представляют. Да, на Украине была промышленность. Великолепная. Она получила в наследство от Советского Союза великолепную промышленность. Ну, ракетную промышленность, военную промышленность, угольную промышленность. Где это все? Где это все? Единственное, что останется на Украине, это сельское хозяйство. Да, зерно и рапс можно выращивать на Украине. На меньшей территории, но все-таки. Это недостаточно, чтобы содержать Украину. Для Перу это достаточно, для Украины нет. Поэтому положение России сегодня намного более устойчивое. То, что там будут проблемы, но власть справится, экономика справится. А Украина, я не вижу, за счет чего она вылезет из того ужасного положения, в котором она оказалась. Деньги, которые она получала раньше на войну, ей давать никто не будет. Войны-то нет. А когда надо давать свои кровные деньги из своей страны, население страны не пойдет на это. Им самим не хватает. Когда канцлер Германии говорит о том, что нам придется отменять пенсии, это не вся пенсия, это государственная пенсия. Неважно. Это нет хорошей жизни. И ни один канцлер Германии не останется одного дня, если он будет субсидировать Украину за счет граждан Германии, отнимая у них то, что у них было. Ведь самое тяжелое в экономии, в социальной службе – это если вы не додадите что-то, чего не было. Это не хорошо, но это не страшно. Но если вы у гражданина отнимаете то, что у него было вчера, вот это самое страшное. А это у них было. Значит, резать по живому мясу.
И это проблема. И это будет самая большая проблема на Украине. Власть, коррупция, разруха, демографическая пропасть тяжелейшая. Ну, правда, один умник сказал, давайте привезем братьев-африканцев. И везут и Да, бангладешцев, и индусов. да, но опять-таки, сейчас он это оправдывает. Люди должны воевать, а когда солдаты вернутся, где они работать будут? На что они жить будут? Пока они были в армии, им платили. Ну, Зеленский предлагает организовать ЧВК. И Чего? пускай, и пускай воюют там по миру за Ну, деньги. профессиональные солдаты. Ну, это хорошо. Ну, украинцы станут профессиональными солдатами для тех или иных бандитских режимов в мире, да? Ну, даже если на это пойдет. Ну, сколько это? Ну, сколько войн сейчас есть в мире? Ну, там можно послать пару тысяч человек максимум в Африку, чтобы одни людоеды воевали против других. Это не решает проблему украинской армии. Она большая. Может быть, меньше, чем хотелось, но она большая. А эти люди придут домой. А им надо есть. У них есть семьи, у кого они есть. Я уже не говорю об инвалидах, я не говорю о семьях погибших. Когда война закончится, военные действия закончатся, очень быстро ставит вопрос, а всем погибшим семьям надо выплачивать? Сейчас же, я не знаю сколько, но я думаю, что больше половины не получают своих денег. А тогда все обнаружится. А денег нет. И опять-таки все упирается в экономику. Все упирается во внутреннюю силу страны. Если внутренних сил нет и власть слаба, тогда это серьезнейший кризис. Серьезнейший. Так что, когда говорят, кому война, а кому мать родная, война – это единственное, что спасало Зеленского на его посту. Война кормила всю эту банду, которая его окружает. И кормит сегодня. Но когда будет война закончена, все закончено. И если первые украинские олигархи сделали свои капиталы на разворовывании государственного имущества, а что сейчас осталось воровать на Украине? Помощь. А? Помощь европейскую. А помощи-то не будет, да, помощи-то нет. Война кончилась, помощь кончилась. Воровать-то больше нечего. Страну разворовали уже. Все, что было. Разделили. А что сейчас? Друг у друга? Нечего разворовывать сегодня на Украине. Яков Иосифович, если мы попробуем перебросить мостик к будущей встрече Трампа и Си Цзиньпина, очень интересно выглядит материал в Политику, где так вот пытались подойти с другой стороны к происходящему. Ну, в контексте Ирана, да, было высказано, что Китай получил очень хорошую пробную площадку, чтобы посмотреть вообще, как американцы себя ведут в войне. Ну вот, как они ведут. Как они воюют. Сколько томагавков расходуют, как поражают цели. То есть, и это какой-то предмет определенного изучения. Сказать, что Иран повержен, но ведь тоже нельзя. Но все
почему-то говорят о том, что этот визит будет, ну, с таким Ираном в кармане. А будет там место для Украины или нет на этой встрече? Или об Украине будет больше на встрече Путина и Си Цзиньпина, которая будет, я так понимаю, следом, сразу, там, 18 мая, а у Трампа 13-15? Как вы оцениваете этот визит и насколько он будет ключевым в контексте двух войн? Абсолютно не имеет отношения к войне между Россией и Украиной. И там будут упоминаться конфликт между Соединенными Штатами и Ираном. Никакого решения, никакого серьезного глубокого обсуждения не будет. Эта встреча задумана давно, до Ирана и без Ирана. И основная встреча – это экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Потому что это основная проблема экономическая, которая сегодня стоит перед Соединенными Штатами. Развивающаяся и растущая экономика Китая. И это будет основное американо-китайские экономические отношения. А все остальное, ну, при всем уважении, Китай может заставить Иран пойти на какие-то уступки. Китай может заставить Соединенные Штаты пойти на какие-то уступки. Нет. И для той, и другой стороны, как она это определяет, она воюет за свои национальные интересы. Китай не такая страна, которая может предписывать другим странам их национальные интересы. Так что те, которые пишут, что это повлияет на конфликт между Соединенными Штатами и Ираном, это повлияло только в одной степени. Трамп воздерживался и воздерживается от военных действий, чтобы не сорвать еще раз встречу в Пекине, потому что невозможно встречаться в Пекине, пока идут военные действия. А вот что начнется после окончания встречи, на что пойдет Трамп, этого никто не знает. А он может пойти на что угодно. В том числе на выполнение своих обещаний, поскольку концентрация американских войск вокруг Ирана только увеличивается. И постоянный воздушный мост перевозит боеприпасы, солдат. Так что это встреча между Путиным и Си Цзиньпином после визита Трампа, она сама собой напрашивается. Вы правильно сказали. Война, кроме всего прочего, все ее изучали. И какие элементы появились в этой войне, которых раньше не было? Первое, в разы возросло значение разведки. Как перед войной, так и разведка, которая сопровождает ведение военных действий и моментально реагирует на все изменения. Второе, и наша война с Ираном, 12-дневная, и это совместное с Соединенными Штатами, с чего начались? С уничтожения военного и политического руководства. То есть это становится сейчас обычным явлением для начала следующей войны. Это уже норма. И кто хочет, чтобы война не закончилась поражением или выиграть ее, он к этому должен обращать огромное внимание. И третье, что произошло во время этой войны? Иранцы заблокировали Ормузский пролив. А Китай спрашивает, а завтра американцы заблокируют Малакский пролив? А если они это сделают, что сможет делать Китай? Для Соединенных Штатов это проблема решаемая.
взломать блокаду Ормузского залива. Для Китая Так, против а Соединенных чего ж Штатов... не решают? Подождите. А? А почему ж не решают, Не, я если... говорю, это проблема. Это проблема, я говорю, для американцев. Но она решаемая, исходя из военных сил. Почему решают, это другой вопрос. Но если этот принцип переносится на Малакский пролив, Китай его решить не может, и тут действительно требуется координация, новая координация перед новым состоянием мировой политики, перед новыми угрозами или направлением возможных военных конфликтов, которые требуют заново определить все возможные методы и решения между Китаем и Россией. Ни там, ни там, ни там в это Украина вообще не входит. А чем Украина? Какое дело Китаю до Украины? Что их интересует? И украинско-российский конфликт, он давно уже не является основным. Он, да, требует определенных усилий от России. Он, да, требует огромных усилий от Украины. Он, да, требует определенных усилий от Европы. Но Китай тут при чем? Китай волнует совершенно другие вещи. И вот вчера прошло сообщение, очень, очень интересное, со стороны вроде бы. Южная Корея, развитое экономическое государство, оно провело серьезное обсуждение и решило, что использование Северного морского пути необходимо для развития в интересах Южной Кореи. То есть значение транспортных путей в мире на фоне того, что произошло в Ормузском заливе, оно резко изменилось. Оно может оказать решающее значение. Если Ормузский залив мог потрясти мировую экономику, а что говорить о Малакском проливе? А какие альтернативы у мира есть? Нету. Это вся мировая экономика. И в условиях мира, и в условиях международных конфликтов создает новые вызовы, и надо искать им ответы. Я говорю, если Южная Корея, которая находится вообще вне всего, развитое, успешное государство и все, оно смотрит на международные пути, оно смотрит на Северный морской путь. Потому что только он может ей обеспечить развитие экономики, если через Индийский океан никуда не попадешь. То ли в Малакском проливе, то ли в Бабель-Мандеб. Не, ну, по поводу экономики, конечно, Яков Иосифович, сегодня он Моди всех ошарашил. Ну, не сегодня, а вчера, сегодня передали. Говорит, товарищи, меньше ездите на автомобилях. Ну, потому что топливный кризис. Говорит, люди добрые, давайте-ка там годик, да, другой, давайте не продавайте золото. Ну, точнее как, ну, то есть золотом, ну, в общем, не покупайте, не делайте нервы. Вообще, Не давайте... спекулируйте на золоте. Забудьте о золоте, вот примерно так, а то сейчас времена тяжелые. Индексы индийских фирм опустились, все, в общем, покраснело, все падает, потому что все понимают, что в Индии проблема. А там на секундочку, ну, будь здоров народу и население. Поэтому, как бы, вот он, мировой кризис, вот он, Ормуз, вот они, собственно, эти моменты. Но вы действительно считаете, что геополитически сейчас как раз-таки все и перебросится внимание из юга, условно, на Северный морской путь? Но опять-таки, там же тоже кусочек европейский, а Европа
Видите как? Свою игру играет. Против американско-российского сопряжения. Европа против политической, а европейская экономика за. Политики, в чем проблема Европы? Что оценка европейских политиков реальности, интересов их стран и развития их стран в будущем не соответствует действительности. Экономика предписывает одно, а политики хотят другого. Но нельзя изнасиловать экономику. И даже такая огромная страна, которая сейчас уже стремится стать четвертой экономикой в мире, огромная Индия, она очень чувствительна, и это только подтверждает то, что сказал Моди, только подтверждает правильность американской политики, которая была определена до Трампа. А какова была цель американской политики основная? Превратить Соединенные Штаты в самого крупного, самого влиятельного поставщика энергоносителей в мире. Вот тот, у кого есть энергоносители, тот будет предписывать миру, как и что жить. И вот сегодня американцы уже достигли этого. Они достигли этого и до этого, а сейчас, после Венесуэлы, под их контролем самые большие нефтяные запасы в мире. Самые большие нефтяные запасы в мире – это в Венесуэле. То есть тут как раз вся мировая политика развивается вокруг экономики, а экономика основывается на энергии. А энергоносители надо, с одной стороны, добывать, а с другой стороны, получать. Они все двигаются по морю. Они все двигаются по нефтепроводам или газопроводам. То есть это проблема серьезная. Если Китай не как Индия, но Китай, который разложил поставку энергоносителей на несколько направлений, но все-таки если Китай не будет получать иранскую нефть, это проблема для Китая. А где, откуда ее взять, нефть? Ну, у России можно взять. Не, у России взять нельзя. Потому что для того, чтобы взять у России нефть, надо разработать дополнительные месторождения нефти в России. А это большие деньги. И построить нефтепроводы. А без этого нефтяная промышленность, она, с одной стороны, очень и очень перспективная. А с другой стороны, она постоянно требует капиталовложений. Скважины заканчиваются, надо бурить новые. Значит, надо увеличивать и увеличивать капиталовложения в развитие нефтяной, ну и параллельно с этим с газовой промышленностью. Это не то, что вдруг есть нефть, и теперь на ней можно жить много. Нет. Саудовская Аравия требует капиталовложений для развития промышленности. Небольшое княжество, там оно еще может жить с таким количеством нефти или газа, который есть. Но это требует развития. И поэтому море, океан, океанские пути имеют большое значение. А если океанские пути требуют большого внимания, что надо развивать? Флот. Военный флот. Не только торговый, но и военный. А нет ничего более дорогого, чем развитие флота. Современного флота. Ну, поэтому то, что сейчас будет в Пекине, нет, это может уладить или упорядочить на определенное время
соотношения или отношения, экономические отношения, экономическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Китаем. Ведь у Китая и сегодня в руках 90% редкоземельных элементов. А без них нет электронной промышленности. Без них нет искусственного интеллекта. Без них нет современного оружия. Да, друзья, значит, мы подводим итоги нашего вопроса и переходим к вопросам для Якова Иосифовича. Не знаю, просьба, конечно, так, чтобы больше пройти вопросов, лаконично, пожалуйста, как обычно. И вот такие варианты. Кому принесло больше пользы перемирие между Россией и Украиной? 9% Европе, 17% США, 26% России и 49% большинство считает, что Украине было больше полезно это перемирие. Спасибо большое, что проголосовали. Хотя, конечно, там, да, вот все в выигрыше, у всех все хорошо. Да, то есть перемирие это хорошо, а вот окончание войны тут уже вопросы, кому больше пользы. Что скажете по поводу голосования? Голосование отражает настроение и пожелания тех, кто голосовали. Я уже сказал, я не считаю, что этот расклад, он верный. Вот в отношении того, а какая польза Украине-то была? Передислокация, А? залезать раны, передислоцировать войска, как-то немножко... Какие раны? За 48 часов какие войска можно передислоцировать и какие раны залезать? 48 часов! Ну, 72. Сегодня все-таки еще тоже номинально 72, перемирие. это принципиальная разница. Какая передислокация? То, что если было меньше погибших с той и другой стороны, это единственное. Только и всего. Никакого влияния это не провело. Там Зеленский разыграл еще одну комедию. К Ну, чему ему дают разыгрывать комедии? а что делать? А что он еще может делать? Надо поддерживать внимание к Зеленскому, но через него привлекает внимание к конфликту. А потом Зеленский, он же кроме гастролей же ничего делать не может. Но его надо поддерживать, потому что если его не поддерживать, завтра спросят, а зачем он нужен? А если он не нужен, так чего же вы его поддерживали 7 лет? Поэтому у них выхода нет. Пока они у власти, они его будут поддерживать. Новые власти Зеленскому ничем не обязаны. Это было Мгм. как с Байденом. Байден и его компания Зеленского выпистывали, и они его поддерживали. Пришел Трамп и сказал, а меня это не интересует, а мне зачем? То же самое в Европе. Та Европа, которая его вырастила и привела к власти, поддерживает у власти. Пока они у власти, да. Завтра придут другие. А зачем им Зеленский? Что они к нему имеют и что он к ним имеет? Они ему ничем не обязаны. Они от него не зависят. И любая смена власти в любой европейской стране приведет к тому, что акции Зеленского будут падать в этой стране. Потому что, по большому счету, он никому не нужен. Кроме Украины, для которой он нанес и наносит постоянный, все увеличивающийся вред. А зачем он Украине? Ну, это очень важный вопрос. Я думаю, что у Зеленского останется очень скоро одна единственная роль на Украине и в Европе. Мальчик для битья, на которого можно сбросить все грехи. Вот и все.
Да, друзья, переходим к вопросам. Начнем с клуба зрителей, потом сообщества и чат-трансляции. Пишите в чат-трансляции свои вопросы. Анна из клуба зрителей, вот у нее такое повествование, ну, как такое послание, да, и вопрос. Уважаемый Яков Иосифович, с Днем Победы вас. Слышала у Дудника, что, дескать, канал Шелест антисемитский. Хотела вступиться. Александр показывает все точки зрения, нет никакого потенциального антисемитизма. Плюс, конечно, некоторым украинским спикерам фактор Зеленского задает такой тренд. Но этот тренд не на канале, а в принципе доминирует по стране. Зеленский же еврей, а зрители разные. Я, например, очень вас люблю и уважаю, всегда жду выпусков с вами. Вопрос такой. Похоже, немцы действительно извлекли уроки из мировой войны и способствовали выращиванию нацистов уже не у себя, а на чужой территории в отдельной стране. Сейчас, судя по риторике и действиям, они готовы построить очередной рейх. Что может вразумить именно эту страну? Видимо, ошибкой был отказ от плана Маргентау. Они не ценят великодушие и доброту. Вот такой вопрос. Ну, во-первых, в мировой политике никто не ценит ни великодушие, ни доброту. Это точно. А Россия постоянно Великодушие, говорит, мы великодушны и добры. да, и перефразируя известную фразу, я могу сказать, на великодушных и добрых воду возят. В отношении Германии, в отношении того, что там... а Германия не сделала никаких выводов. Германия, то есть немецкий народ, никаких выводов нет. Да, он проиграл 2 войны. После того, как он проиграл первую войну, он затеял вторую. Если кто-то мне скажет, что в Германии не может быть возрождения нацизма, а у меня ответ, я не знаю страны, в которой не может возродиться нацизм или фашизм. Нет такой страны. В любой стране это может быть при соответствующих условиях. В любой, даже в моей, которая больше всего пострадала, если говорить о народе, от нацизма и фашизма. Германия от этого не защищена. Нету прививки от нацизма и фашизма. То есть привить народу это нельзя. Предотвращать – да. Не давать развиваться этому – да. Но Германия, Германия была разделена. В Германии стояли чужие войска. А сейчас что произошло с Германией? Сегодня уже прошло демографическое изменение в Германии. Оно не необратимо. Можно вернуть обратно. Я еще раз хочу напомнить то, что я говорил десятки раз. В 1932 году на предпоследних выборах Национал-социалистическая партия Германии потерпела сокрушительное поражение, и Гитлер раздумывал о том, чтобы уйти из политики. В декабре 1932 года на следующих выборах они получили 40%. В Германии была самая демократичная конституция Веймарской республики. Берлин был центром мировой культуры, свободы в 20-е годы. Нацисты пришли к власти в апреле 1933 года. Летом 1935 года цвет немецкого общества, выходцы из Рейхсфера, которые всегда принимали присягу на верность Германии, все генералы присягнули на верность фюреру через 2 года, которого они презирали. Никто не презирал этого ефрейтора, как генералитет и офицерство Германии. Присягнули все на личную верность ему.
А всего через 6 лет после прихода Гитлера к власти он начал Вторую мировую войну. 6 лет понадобилось, чтобы переформировать население Германии, самое культурное, самое развитое, самое образованное в Европе, если не во всем мире, и превратить их в полузверей, совершенно извращенным представлением о мире. Есть страны, в которых понадобится больше времени. Но немцы ничего не научились. Да, Да, приходит на мысль мне, что Черчилль был прав. А зачем нужна одна Германия? Лучше пусть будет 5. А еще лучше 10, как было до Бисмарка. да, значит, вопрос из сообщества YouTube для вас, Яков Иосифович. Глумление израильских военных над христианскими святынями в Южном Ливане и оскорбительные действия израильтян в самом Израиле к христианам, подтверждение чему служат множество видео, фотоматериалов. Чем они отличаются от ситуации в Третьем рейхе 1934 года относительно отношений к самим евреям, спрашивает Петр. Даже если они отличаются, то немного. Погромы, которые устраивают наши отморозки на территориях или к арабам, или те оскорбления, которым они подвергают христиан, к стыду моего народа, к моему стыду, они требуют совершенно другого отношения, и они ничем не отличаются. И погромы, которые устраивают наши погромщики, ничем не отличаются от погромов, которые были в Одессе, или в Кишиневе, или в других местах. Правда, количество жертв другое. Пока. И для меня эти их группы ничем не отличаются от СА, штурмовиков. Такие штурмовики. Здравствуйте. Если мы их не задавим и не призовем к ответу, положение моей страны в моей стране будет еще хуже. Ну и, соответственно, у этих людей будет больше погромщиков. Ну, Не, ну понятно, будет больше, конечно. Так же, как с небольших групп, которые были в Германии в 1931 году или в 1927, это перешло к тому, что пришло. Да, правда, там было небольшое изменение, но это внутреннее, когда СС уничтожил СА по просьбе Гитлера. Но они стали слишком неуправляемы. так, значит, вот такой вопрос. Здравствуйте. Есть домысел, что Россия специально проспала удары по Туапсе и Усть-Луге, чтобы поднять цены на нефть и вытянуть больше денег из Европы. Усть-Лугу, близкую к Европе, кстати, не стали добивать почему-то. На фоне всего этого ходят разговоры, что нефть с танкеров России перегружают в море на марокканские танкеры, которые потом идут опять-таки в Европу. Как вы относитесь к подобной информации, спрашивает пользователь Алар. В детстве я много читал фантастической литературы. Была более качественная, например, «Братья Стругацкие», или менее качественная, более примитивная. Так я и тут отношусь. Фантастика. Мгм. Не То, что верите, да? Россия использует теневой флот, да, какой-то марокканский или таиландский, я не знаю. Если в Таиланде вообще есть флот. Но можно поставить флаг Таиланда над любым кораблем, и это будет таиландский флот. Как один из самых больших торговых флотов в мире – это Панамский. Морская держава. Но я не думаю, что это верно. Мне трудно вообще, я не очень верю, когда говорят, что специально страна поставила себя под удар. Лишено всякой логики и всякого
смысла. От этого никто не выигрывает. Меньше всего выигрывает власть в России от того, что украинские беспилотники или ракеты атакуют или Туапсе, или другой город, или Пермь. Мгм. Андрей, пропасть между богатыми и бедными сейчас в мире стремится к бездне. Есть ли предел и когда и чем это может кончиться? Жадность погубит мир? Ну, жадность – это одно из свойств человека. Человеки от этого еще не избавились. Попытки церкви сделать людей более нравственными, так посмотрите на современные церкви и на золотые рясы, в которых ходят попы или священники. Посмотрите на это, э, как выглядит Папа Римский и вся его свита, как выглядит католическая церковь. Не удалось избавить человечество от жажды наживы. И была попытка как-то более справедливо распределять доходы государства, доходы людей. Она началась в 20 веке, но за ней не стояли никакие положительные, конструктивные моменты. Это было от страха из-за большевистской России после революции. Как бы эта волна не смыла те режимы, которые были. А сегодня нету большевистской России, сегодня нет большевиков, сегодня нет коммунистов в той мере, которая была. И поэтому некого бояться. А как... Можно продолжать делать то же самое. Да. Недавно был, мы в месяце мая, правильно? 1 мая. Кто сегодня отмечает 1 мая? Нет, ну отмечают. А в честь чего было 1 мая и в какой стране? Рабочие, Чикаго. В Соединенных Да. Штатах рабочие вышли на демонстрации, требуя 8-часовой рабочий день. Посмотрите сегодня во всех странах, по сколько часов люди работают, какие социальные условия у них есть. А эти компании по найму рабочей силы, в каких скотских условиях они держат людей, не давая им никаких социальных прав. Это началось на Западе. А сегодня это везде. И у нас в Израиле, и в России. Да. Только под страхом чего-то опасного люди готовы, и государство готовы идти на улучшение социальной справедливости. Вот если правительство боится потерять власть, тогда оно начинает посулами пытаться отстоять свою власть. Но Да, если все они такие, они меняются друг с другом ничем, они обещают все одно и то же. Приходя к власти, они продолжают ту же политику. ну, некоторые войны начинают еще, приходя к власти. Не, ну война это всегда хорошо. Это да. Война все спишет. Значит, чат трансляции. Макс, Яков, как вы считаете, Россия в данное время достигла заявленных целей СВО? Если нет, то что будет после заключения мира? Будет объяснять своим гражданам о причинах несбывшихся планов? Как? Россия еще не достигла всех целей СВО. И вряд ли она достигнет все эти цели. Ну, так будет у власти проблема, как объяснить своему населению, если сейчас будет на этих условиях заключено мирное соглашение, что это является победой и что это было, и жертвы, которые были принесены, они достаточны. Это проблема российской власти. Она справится с этой проблемой.
Но это проблема. Очень много... Когда, когда водружали знамя над Рейхстагом, никому не надо было объяснять, что такое победа. Вот это, кстати, да. А сейчас, чем больше объясняют, что мы победили и в чем мы победили, это словами пытаются замазать реальную ситуацию. Мгм. Так, вопрос от Натальи. Могут ли люди из-за последней критики слабости России наоборот объединиться и направлять злость по полной? Навалять от злости по полной, вот так. Я не совсем понял вопрос. Ну, все говорят о том, что вот Россия слаба, слаба, вот это все, а наоборот вот эти... О том, что она слаба, говорят уже 30 лет. Нет, а наоборот вот эти вся эта история приведет не к раздраю внутри России, а к объединению. Обычно народ под внешней угрозой объединяется и усиливается. И если население России будет чувствовать это как реальную угрозу, это только укрепит его желание к единству и к обороне, к защите себя от этих внешних врагов. Значит, почему Китай и Россия не проводят учения в Балтийском море, а украинцы приняли учения в Балтийском море? Ну, вообще, у Китая с Россией не такие уж и близкие отношения, чтобы таким Нет, они макаром. достаточно близкие, но Китай – это своеобразная культура, своя страна. И Китай всегда вел уравновешенную политику. И у Китая есть китайские интересы. Какое дело Китаю до Балтийского моря? А России есть дело. А? А России дело есть до Балтийского моря. Ну, Россия еще со времен Петра I для нее Балтийское море имеет значение. Но Китаю там что делать? И вообще, когда Китай пытался действовать в интересах другого государства? Никогда. Мгм. В интересах Китая. Если интересы Китая совпадают с интересами других стран, да, они вот там, где совпадают, там они идут. Но не больше. Так, спрашивает пользователь, что вы скажете про саммит Европы в Армении? Как это отразится на Армении? Этот саммит сам по себе не имеет никакого значения. Ну, собрались, обычная тусовка, собрались. Оба саммита имели четкую антироссийскую направленность. Ну, если Россия ведет себя сейчас, если Армения ведет себя сейчас, по выражению Путина, как страна с низкой социальной ответственностью, то, может быть, ей за это будут что-то платить. Но опять-таки, если посмотреть, география и экономика, она против политики сегодня Пашиняна. Что Франция будет вкладывать в Армению? Ну, говорят, будут. Великобритания будет вкладывать в Армению? Европа будет вкладывать в Армению? Чтобы поставить ее против России, да, но не больше. А в Армении, а вообще кому и зачем она нужна? Из тех, которые там были. А сколько раз они обещали Армении 100 лет назад? Вот, мы вам поможем. Все кинули Армению. Всегда, кроме России. Но если нынешнее армянское руководство хочет заниматься усиленно самой древней профессией в мире, хотя самая древняя профессия – это политики и журналисты, Армения от этого лучше не будет. Это не усилит экономику Армении. Я еще раз говорю, никто даром никому ничего не дает.
Яков Иосифович, и давайте еще вот такой вопрос интересный из чата. Дугин, философ российский, предложил отключить интернет совсем. Вы считаете, это вменяемо? Ну, во-первых, я Дугина знаю, когда он еще был молодым парнем. Мы знакомы еще с 90-х годов. А он в это верит. Но есть вещи, в которые он верит. Это его идеология. Он считает, что надо огораживать население от вредных влияний. Пока это еще никому не удавалось. В современном мире включите интернет, завтра будет что-то другое. 40 лет назад интернета же не было. А войны были. А все было. И попытка ограничения информации были. Я помню, когда я первый раз услышал об эксперименте, который проводят в военной разведке военно-морского флота Соединенных Штатов, который называется интернет, определенная система связи. А до этого не было. И тогда я тоже не понял, к чему это идет. Каюсь, что делать. Интернет – это инструмент. Любознательность людей, желание их знать, изобретательность в том, чтобы узнать, ни одно техническое средство не может препятствовать этому. Я родился и вырос в Советском Союзе в условиях определенной сильной цензуры, попытки лишить вредной информации попасть в слабые мозги советской молодежи. Не помогло. Не помогло. 19 лет я сказал, я все понял. Я буду жить так, как я хочу. Не помогло, И я не исключение. Это невозможно. Уберите интернет, будет другое. Человек – существо разумное. Даже, хотя не все в достаточной степени разумные, но человек хочет знать. Друзья, спасибо большое за то, что узнаете больше, присоединяйтесь к нашим эфирам. Яков Иосифович, благодарю за время и мысли. Спасибо, всего хорошего. Берегите себя, добра и света.